Рассказ 14. Это повествование тяжелых политических и жизненных событий в одной из стран на планете. 13. Смотрите на канале. Воронов сидел и смотрел в темную ночь, иногда ловя себя на мысли, что последнее время это стало происходить почему-то часто. До тошноты надоели эти абреки, и смотреть на небо в глубину звезд было каким-то облегчением от ежедневной и обыденной нервотрепки. Майор запаса представить не мог, что придет время, и не станет он нужен родной армии. Просто сократили, и ничего больше, как в порядке вещей. И ни одного его, другим повезло меньше. Познакомил его с Блаженкиным Георгий Александрович, его однофамилец. Добрый мужик, хоть и профессор. Вспомнил почему-то его Воронов. Когда закрыли КБ, перевели охрану сюда. Можно было, конечно, отказаться, да предложили зарплату, от которой не отказываются. Дочка в институт поступает, одна единственная умница, красавица, с отличием закончила школу, но когда пошла поступать, оказалось, за медаль надо платить. Деньги хорошие отдал, да не жалко, главное учиться. Воронов вздохнул. Отвлекся он что-то. Где-то там пошли на обход Матвей с Данилой. Он сделал вызов по рации. Ответа не последовало. Опять подглядывают. Охрана несерьезная. Он не понимал, зачем их держат здесь. Создают видимость, когда рядом целый взвод. Не русские все. Хотя и русские там есть. Но непонятные какие-то. Да и черт с ними, платят, да и ладно. И пацаны хоть что-то зарабатывают. Только что-то запропастились эти пацаны. Воронов еще раз вызвал по рации. «Ксенофонтов!» Несколько раз рявкнул он. В дверях появился белобрысый парень. «Опять возле хозяйки крутишься. Пройди по периметру, что-то молчат, Матвей с Данилой». «Сделаем, товарищ майор!» Белобрысый моргнул ресницами и скрылся за дверью. Вновь вспомнилась дочка. Жену вспоминал, только в годовщину. Привык уже, что и нет. Крякнул, отбросил мысли, подошел к окну, недовольный на самого себя. Сколько можно, на работе думая о работе, черт бы тебя побрал. Рация подала звук. Что там? Виктор Егорыч, товарищ майор, здесь что-то непонятное, нашел рации, а Данилы с Матвеем нет. Что значит нет? Где ты? С той стороны под окнами. Ну, сами знаете где. А что они там делали? Взорвался Воронов. Вы сюда идите, я уже не знаю. Воронов, почувствовав какую-то тревогу, рванул за здание. Освещая фонариками, осматривали землю. Все было истоптано, но как-то странно. Возле рации как будто Мамай прошел, а дальше следов почти не видно. Никто, конечно, из них не знал, что Алексей несколько раз, обмотав ботинки тряпицей, проделал трюки на месте драки, оставив подобающее количество следов. Воронов внимательно осматривал место. Рации не трогал? Да нет, товарищ майор. Услышал писк, как увидел, так сразу вам сообщил. Интересно, зачем они в разные стороны разбегались? А двое, видно, тащили Матвея с Данилой, подумал Воронов. Ясно видел примятый след. Кое-где борозды от каблуков ботинок, направление забора. Не похоже, что двое. Он поднял руку. Тихо, потуши фонарики, за мной. Показал направление, они двинулись в темноте. Осторожно пробирались в сторону, куда уходили следы. Выглянула луна, и как в злобном оскале очертила тени верхушки сосен. Напряжение было на пределе. Воронов уже пожалел, что не поднял всех по тревоге. Произошло что-то серьезное. Раздоровенных парней тащили как щенят. Воронов определил это вначале, когда еще осматривал следы при свете фонарика. Недаром прошел срочку в погромвостях. След так уходил в лес, ровный, не упирающий, будто несли для сумки с тряпками. Конечно, в темноте толком не разглядишь. Потом надо будет хорошенько все смотреть, мелькнуло в мыслях.
Так и пробирались они при свете луны осторожно, ожидая каждый миг нападения, пока не услышали глухое мычание. Отрывисто, раз-два, затихло опять, раз-два. Воронов заметил их первый, поднял руку, замерли. В ее группе все были не обстреляны, кроме Матвея, который служил на севере, да и чуть повоевать успел. Но сейчас он лежал связанный по всем правилам вместе с Данилой. «Благо, что живы», — шепотом сказал молодому Ксенофонту, чтобы смотрел по сторонам, присел на корточки, перерезал все веревки. С ножом он не расставался и молча смотрел, как освобождали себя рты, отплевываясь, и ругались два здоровенных детины. Если была бы засада, развязать не дали. Уже бы точно бой был, значит ушли. Ну рассказывайте. Он не хотел выслушивать их в здании, пока сам не разберется. Поэтому остановил и молодого, чтобы послушали и не проявляли потом любопытства, и не делали неправильных выводов. «Мы вернулись», — начал Данила. «Смотрим, свет горит. Видно по силуэту, что по телефону говорит. Подошли поближе, свет потух. Вышло или нет, не видно было. И уже хотели уходить, как шторка отодвинулась, и в окне мужик. Да как с окна сиганет, мы к нему. Больше ничего, как в пропасть». Говорил он тяжело, держась за горло. Хорошо досталось. Все вдруг вспомнило и начали озираться. «Да», — подумал Воронов, — «охраннички». Данила рассказал, как беседовал с ними один из них, как тот разговаривал со своими, отойдя на метров 5-10. На вопрос Ворона, видели ли еще кого, ответил, что только слышал, но их было не меньше 3, а может и больше. «А ты что молчишь, Матвей?» «Что говорить? Данила вон как по писанному чешет, добавить нечего». Время прошло уже порядочно, нужно было возвращаться. Что с Мариной Валерьевной все в порядке, Воронов знал. Она была в холле, разговаривала по телефону. Значит, встречается с кем-то, она втайне от мужа и Аслана. Вот курва, 2 мужиков ей мало. Что со Асланом у ней близкие взаимоотношения, Воронов вывел из своих умозаключений и шепотков обслуживающего персонала, но конкретно никогда не замечал. Но как все мужики, раз входит запросто в спальню к замужней женщине, когда мужа нет дома, ясное дело. Не здесь, так в другом месте. Еще и на Ксенофонтова глаз положила. Короче так, никому ни слова. Представьте, скажем, что мы видели, как при вас мужик сиганул из окошка, а спросит, почему не задержали, а? Получается, откроем ее тайну. И доказывать ничего не докажем. А в басню насчет ограбления мало верится. А то, что работы лишимся, это точно. Скажем, что шум в лесу услышали. Вот и проверяли. А завтра все обсудим. «Собак надо спустить», — сказал Данила. «Рано еще, гости не уехали. Да и тот, кто здесь накуролесил, уже далеко. Но на всякий случай, после того, как доложу, походите, постреляйте ракетами. Так, на всякий случай». На этом они двинулись в здание.